Вот так лучше не делайте, а выжил или нет, узнаете в ролике. Официально защиты от влаги в моем аппарате нет, есть только для версии T-Mobile, но я об этом тоже скажу. В принципе, вот так 3 литра он должен либо пережить, либо нет. 65 Вт мощность зарядки. Последний куалкомовский процессор Snapdragon 3 восьмерки, стресс-тест Antutu проходит без проблем. Автономность радует, за час игры в Genshin Impact поедает около 20% заряда. Есть запись 8К, адекватные габариты, отличный ширик, Tilt-Shift на борту, хороший Fluid AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц. Автономность очень приличная, 5 тестов Antutu подряд съела всего 50% заряда, что довольно немного, и уже относительно адекватная цена. Последнее время OnePlus грешит завышенным ценником на старте продаж, но потом исправляется. Так было с OnePlus Nord N10. Сейчас расскажу и заодно сравню с версией 9 Pro. Кстати, все онлайн-тесты этих телефонов вы можете посмотреть по ссылкам в правом верхнем углу экрана. Мои стримы там в записи. Tube 834, всем привет, меня зовут Саня, вы на канале Пользы.нет, и у меня только быстрые обзоры, много конкурсов, условия которых в описании к видео, и преимущественно критичный взгляд на девайсы. И несмотря на то, что я фанат OnePlus и купил их две новинки, тот даунгрейд, что они сделали с девяткой, я оправдывать не стану, хотя она и стабильной версии 9 Pro. И теперь основное о смартфоне OnePlus 9. Упаковка большая и красочная, мне нравится их подача и лозунг. Never Settle мне очень даже импонирует. Внутри комплекта зарядка на 65 Вт, кабель для зарядки, простой, но качественный прозрачный силиконовый чехол, скрепка, документация и все. По программному обеспечению Oxygen OS по мне самая удачная оболочка. Но здесь есть несколько подводных камней. В Китае аппараты продаются на Kala OS, которая, по мнению многих, лучше Oxygen, но точно не по моему мнению. Возможность самому поменять операционку OnePlus на данный момент заблокировали, так что если вы хотите получить кирпич, лучше с китайской версией аппарата не экспериментировать. С другой стороны, на Алиэкспрессе продают их уже с накатанной прошивкой Oxygen, но дешевле, чем европейцы. Да и в принципе аппараты этого бренда покупают на 99% из-за ПО. Никакой тебе рекламы, и все максимально просто и интуитивно понятно. По корпусу пластиковая рамка, и здесь два больших лагеря. Половина считает, что девайс за счет этого легче и проще переживает небольшие падения, другие считают, что пластик дешевый, убогий и хрупкий. Но с другой стороны, вы все равно будете таскать его в чехле, так что тактильно вряд ли почувствуете разницу. И да, по ощущениям задняя крышка настолько мягкая, что ее, наверное, можно ногтем поцарапать. И разумеется, корпус безумно маркий. Кстати, стоковая заводская защитная пленка мне понравилась. Олеофобка на ней нормальная. Лоток прорезинен, как и в версии Pro, но заявленная защита от попадения влаги в девятке есть только в версии американского оператора T-Mobile. Нам же остается только гадать, касается это всех или нет. Девятку как прошку в ручей я бросать не буду, только слегка водой оболью, но вам это делать не советую. У меня аппарат после этого дела выжил. У вас не факт, что выживет. Аппарат легкий, китайская версия девайса легче европейской, механический триггер для переключения режимов очень мне в OnePlus нравится, удобно это. Сканер отпечатка пальцев находится низко, но за неделю использования я привык. Стерео не особо объемное, даже с Dolby Atmos, хотя в целом звучание мне понравилось. Но чего хотеть от телефона в плане звука? Физику не обмануть, размер здесь имеет значение. По экрану он здесь хороший, но по сравнению с версией Pro значительно проще и по разрешению, и по возможностям. В стоке шим большой, но меньше, чем в прошке. На девятке экран Fluid AMOLED без LTPO, в отличие от версии Pro. Здесь нет динамического изменения герцовки экрана, частота, чтобы не сажать батарею до 1 Гц, здесь не меняется, в отличие от версии 9 Pro. Хотя в прошке это и не особо помогает автономности. И в принципе это хорошо, можно реализовать DC-димминг через ADB команду. Хотя с включенным DC-диммингом, если играть на минимальной яркости, экран становится с грязными разводами. Это беда практически всех смартфонов, и по факту это заморочки не для всех. Если из коробки DC-димминга нет, считаем его нет. Разрешение ниже, чем у прошки, пиковая яркость 1100 нит, на максимуме 800 нит выдает, HDR10+ на борту. При ярком волгоградском солнце я видел экран очень слабо, сильно он отсвечивает, и яркости не хватает. Края не загнуты, в отличие от прошки, отклик экрана 360 Гц, хотя в игре это и не особо заметно. Через команду ADB DC-димминг встает и появляется в лаборатории. Экран хороший, но не лучший. По аккумулятору
аккумулятору, он здесь на 4500 мАч, за ночь телефон разряжается примерно по проценту в час. Зарядка по проводу от 0 до сотки за 34 минуты, за 10 минут девайс заряжается с 0 на 55%. У меня в Genshin Impact на низких настройках аппарат поедал ровно по 25% в час. Если вы не игрок, на 1,5 дня заряда будет хватать свободно. Беспроводная зарядка есть только для версии США и Европы, она там 15 Вт. У меня ее нет. У меня китайская версия аппарата с накатанной Oxygen OS. Прошка поддерживает заряд по воздуху на 50 Вт. Вибра отличная, как и в прошке. В игры играть кайф, но несмотря на всю мощь, в Genshin Impact нужно играть на низких настройках, чтобы все было максимально гладко. Да я вообще, если честно, не знаю телефона, который вывезет Genshin Impact на максималках. Оптимизацию этой игры ой как хромает. Antutu жгет. Да, все стресс-тесты, как вы уже заметили, проходит девайс на ура. Конечно же, есть поддержка 5G сетей. На тесты DxOMart аппарат бренд не дал. Не хотел OnePlus, чтобы они их камеры оценивали. Хваленый Hasselblad занимался исключительно алгоритмами, отвечающими за цветопередачу. И они работают здесь, кстати, отлично. Но по мне слегка хуже, чем в прошке. И возможно в этом всем есть смысл, ведь остальное можно довести с обновлениями. Оптической стабилизации в аппарате нет. Основной модуль, как и на прошке Sony. Ширик тоже, как и на прошке. Фронталка только в HD, никаких там 4К здесь нет. И я не верю, что с обновами его завезут. Сенсор у фронталки слишком старенький, поэтому, как вы понимаете, селфи будет так себе, на уровне очень дешевых телефонов. Портретный режим как глючил в стоке, так пока и глючит даже после обновлений, которых мне уже успело прилететь 2. Ночные фото девятка делает заметно хуже, чем на 9 Pro, но хорошо. При включении HDR цвета в видео становятся более насыщенными, но фокус пропадает. На данный момент камера снимает хуже, чем камера у 9 Pro, но стабилизация примерно одинаковая. Хотя у прошки она оптическая, а у обычной девятки стабилизация камеры цифровая. И да, стабилизация на всех этих OnePlus, к сожалению, значительно хуже, чем на айфонах и самсунгах топовых версий. Пример съемки камеры вы сейчас видите, как и пример фотографий. 1080p, 60 fps, берег Волги, город Волжский. И вот так снимает камера довольно гладко. Мне, в принципе, нравится у OnePlus. Я не знаю, как справляются микрофоны, потому что, как вы понимаете, ветер здесь просто лютый. Давайте посмотрим, как увеличение работает. X10 и шум шумом. Ну, ничего удивительного, в принципе. Рассмотреть что-то можно, но сложно. Дальше смотрим, как ширик работает. 0.6. Ничего так. Вот так примерно и будет работать у вас камера. Основная X1. Смотрим фокус. Камыш, вода. Камыш, вода. Камыш, вода. Неплохо. OnePlus 9, ночная съемка и 1080p, 30 fps. В принципе, снимает чуть хуже, чем 9 Pro, но потребно. Фронтальная камера однозначно не лучшее, что есть в OnePlus, но в принципе снимает главное. Вот так примерно она вас и будет снимать, если вы захотите ее использовать. Цена по ссылке в описании к видео в районе $700 с бесплатной доставкой. И я уверен, что она будет становиться меньше и меньше, как было с Norton 10. NFC-модуль, конечно, в наличии, Bluetooth версии 5.2, Wi-Fi, оперативка, графический тип, физическая память. Все максимально быстрое, последней версии. Выглядит аппарат потрясно. Внутри нет ИК-порта, нет входа мини-джек и нет индикатора уведомлений. Резюмирую. Девятка — это прошка, которую просто обрезали. Да, она более стабильна, но в отличие от версии Pro скромнее экран, нет беспроводной зарядки, нет заявленной влагозащиты, нет оптической стабилизации, пластиковая рама и местами хуже камера, во всяком случае на данный момент. Вообще тяжело оценивать девятку, когда на руках 9 Pro. Мой обзор на версию Pro вы можете, кстати, посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана. Девайс однозначно достойный, местами спорный, но при использовании по ощущениям очень даже классный. У кого был OnePlus, тот поймет, что оболочка решает. Пишите в комментах, стоит ли он по-вашему своих денег, мне очень интересно, как вы считаете и какие вы аппараты бы еще хотели на обзоры от меня. Спасибо за просмотр, подписывайтесь с колоколом, следующий обзор будет на Quadrocopter Xiaomi и после него, возможно, на Mi 11 Lite. Девайсу да или нет, пользу не даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!